Здравствуйте, дорогие любители вязания! Сегодня мы будем с вами вязать вот такой красивый узор. Широкая, но в то же время плоская коса. Вот такая изнанка. Коса выглядит необычно именно вот из-за того, что она плоская. Мастер-класс этого узора я делаю по просьбе нашей подписчицы из Инстаграма. Я заранее прошу прощения, я не все ники в Инстаграме могу прочитать правильно. И поэтому я не буду рисковать уже коверкать имена. Так вот, наша подписчица прислала вот такую фотографию. Это платье-свитер из интернет-магазина. Часто бывает, что, увидя в интернет-магазине какую-то вязаную интересную модель, вы просите сделать схему, помочь разобраться с этим узором, с тем или иным узором. Мы не делаем схемы по фото узора. Но, к счастью, схема нашлась тоже в интернете. Автора я не знаю. Если автор найдется, я обязательно с удовольствием подпишу под видео источник этой схемы. Так вот, схема нашлась, и схема сама по себе несложная. Коса вяжется легко, и вот только вся фишка в том, что как же ее связать, чтобы она была не скрученной, а вот такой плоской. И давайте мы сразу начнем вязать. Я вам все покажу в процессе вязания. Раппорт узора составляет 18 петель и 14 рядов. Но в начале раппорта я советую провязать 2 ряда установочных, потому что сразу с первого ряда по схеме начинается перекрещивание. А перекрещивание большого количества петель будет в первом ряду, и трудно это делать, и некрасиво это будет выглядеть. Поэтому давайте провяжем 2 установочных ряда. Первый установочный ряд мы вяжем все петли лицевые. Да, я не сказала, что я набрала 20 петель, и первую вместе с кромочными первую кромочную снимаю, последнюю кромочную провязываю изнаночной. Второй изнаночный установочный ряд, все петли вяжем изнаночные, то есть мы вяжем 2 ряда лицевой глади. Провязали 2 установочных ряда, и давайте будем начинать вязать узор. Первый лицевой ряд. Провязываем 3 лицевых. Косы вывязываются на лицевой глади лицевыми петлями. Далее берем дополнительную спицу и оставляем 3 петли на дополнительной спице за работой. Далее вяжем 6 лицевых. И петли с дополнительной спицы мы провязываем следующим образом. Вяжем лицевую петлю, делаем накид. Снова вяжем лицевую петлю, делаем накид. Еще раз вяжем лицевую петлю, делаем накид. То есть все 3 петли мы провязали лицевыми и делаем между ними накиды. И далее у нас будет 6 лицевых до конца ряда. Вот такой у нас получился первый лицевой ряд. Второй изнаночный ряд мы вяжем все петли изнаночными, и во всех изнаночных рядах этого узора мы вяжем все петли изнаночными, но накиды мы при этом сбрасываем, а петельки провязываем. И у нас получаются вот такие длинные петли. Накид сбрасываем, петлю провязываем изнаночной, снова сбрасываем накид и провязываем
петлю изнаночной. Получается у нас вот такие длинные петли. И дальше все петли мы провязываем изнаночными. Вот сейчас плохо еще видно в начале, но накиды мы делаем для того, чтобы коса у нас не была вот такой вот скрученной, вот такой вот толстенькой. Нам нужно получить плоскую косу. И за счет накидов получаются вытянутые петли, и коса распрямляется. Третий лицевой ряд. Теперь сразу после кромочной мы оставляем 3 петли на дополнительной спице за работой. Точно так же мы сейчас перекрестим 9 петель. Провязываем 6 лицевых. Затем петли с дополнительной спицы мы точно так же провяжем лицевыми, делая между ними накиды. Лицевая петля, накид, лицевая петля, накид, лицевая петля, накид. И до конца ряда мы вяжем 9 лицевых. В четвертом изнаночном ряду все петли вяжем изнаночными и при этом сбрасываем накиды. Вот накид, мы его сбрасываем. Следующую петлю провязываем, накид, сбрасываем, петлю провязываем, накид, сбрасываем, петлю провязываем. И все, изнаночные до конца ряда. Больше я не буду вам изнаночные ряды показывать. Вы будете их провязывать самостоятельно. Вот мы провязали 4 ряда. Смотрите, как получается. Дальше смотрим внимательно на схему. 5-й лицевой ряд и 6-й изнаночный ряд мы вяжем петли по рисунку. В 5-м ряду петли лицевые, в 6-м ряду все петли изнаночные. Здесь перекрещивания нету. И вот, и все. И давайте самостоятельно провяжем эти 2 ряда. Вот мы провязали 6 рядов, и смотрите, вот эти 2 ряда, где у нас нет перекрещивания петель, здесь можно подключить фантазию и попробовать провязать вот не 2 ряда, а 4 ряда. Попробовать, чтобы расстояние между перекрещиванием было побольше, и коса тогда будет более вытянута. В общем, все можно это поэкспериментировать. 7-й лицевой ряд. Провязываем 6 лицевых. И далее будем перекрещивать 9 петель в левую сторону. Оставляем 6 петель на дополнительной спице перед работой. Вот 6 петель оставили. Следующие 3 петли мы провязываем точно так же с накидами. Лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид. И петли с дополнительной спицы мы провязываем лицевыми. Я думаю, вы уже поняли принцип провязывания такой интересной косички. И вяжем 6 лицевых с дополнительной спицы. И у нас остается 3 лицевых до конца ряда. В 8-м изнаночном ряду мы петли провязываем все изнаночными и при этом сбрасываем накиды. 9-й лицевой ряд. Провязываем 9 лицевых. И следующие 9 петель мы снова перекрещиваем в левую сторону. Оставляем 6 петель на дополнительной спице перед работой. 3 петельки провязываем
чередуя лицевая петля, накид, лицевая петля, накид, лицевая петля, накид. И петли с дополнительной спицы мы провязываем лицевыми. В 10 изнаночном ряду мы провязываем все петли изнаночными, при этом сбрасываем накиды. Вот так у нас получается, мы провязали 10 рядов. Теперь смотрим внимательно на схему. 11, 12, 13 и 14 ряды мы провязываем петли по рисунку. Давайте самостоятельно провяжем. Вот, мы провязали 14 рядов. Смотрите, как интересно получается. Дальше узор повторяется с первого ряда. И вот что я говорила еще про промежутки между косами. Вот здесь между косичками вправо и влево мы провязали 2 ряда. Можно 2 ряда без перекрещивания. Можно провязать 4, попробовать. И здесь уже в конце мы провязали 4 ряда без перекрещиваний. 2 лицевых, 2 изнаночных. Тоже можно попробовать провязать 6 рядов. И тогда коса будет более вытянутая, немножко будет по-другому смотреться. И я еще забыла сказать, все-таки хоть узоры с косами не отпаривают, эту косичку я слегка, не прикасаясь утюгом, через влажную марлю в 4 слоя просто вот подержала утюг над марлей. И вот получилось вот так красиво. Все. Нравится вам такая коса? Если да, то ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом. Приглашайте к нам своих друзей. А я желаю вам здоровья, удачи, позитива и ровных легких петелек. Пока-пока!